Всем привет! Сегодня мы гуляем по Юрмале и будем исследовать такие районы, как Майри, Дзинтари и Дуболты. Поехали! Сзади за нами осталась станция Майри, и, конечно же, мы начнем с улицы Йомас, так сказать, с центра Юрмалы. Название этой улицы является подтверждением того, что еще в середине 19 века вся территория Юрмалы была вереницей оврагов, и они шли параллельно морю. В 1899 году улицу Йомас хотели переименовать в улицу Пушкина, однако барон Фиркс подал на это жалобу в Сенат России, который оставил старое название. Исторически вдоль улицы разместилось здание магазинов, рестораны, кафе, и большая часть которых в настоящее время является архитектурными памятниками. С 1987 года это пешеходная улица. Можно взять велосипеды на прокат прямо с самого начала этой улицы. Гостиница Майри построена в 1925 году в стиле историзма. Архитектор Артур Медлингер. Изначально в здании было 100 комнат, 4 зала, террасы, и вокруг здания был разбит парк с фонтанами. Ну, конечно, он и до сих пор есть, но в настоящее время гостиница закрыта. Вот этот сквер с фонтаном, конечно, я не знаю, это тот же самый парк, про который говорил ранее, но здесь очень красиво. Все места заняли эти птицы. Ну, хотя можно сесть и между этих птиц. Это, наверное, чайки или голуби? Что это? В 1953 в сквере была установлена скульптура, созданная скульпторами Леонидом Крестовским и Вальдемаром Рапекисом. Называлась она Лачплесис или Битва Лачплесиса с драконом. Изначально скульптура находилась на краю бассейна, а из открытой пасти дракона текла струя воды. Скульптура полностью была отреставрирована летом 2003-го. Поражают дома в Юрмале, потому что они настолько историческую ценность имеют. Да и вообще удивляет вот то, что рядом со станцией, ну и вообще вдоль рельс идет река. Прямо настоящий курорт. Ну и до моря здесь тоже очень недалеко. Бывший ресторан Ориент Султан. Ну, сейчас он до сих пор работает, но, видимо, название у него другое. Раньше находилась на этом месте дача, построенная в начале 20 века. Им принадлежала она Анне Страдзане, в которой был оборудован магазин. Но в 1914-м дача сгорела, и на месте сгоревшей дачи построили одноэтажную лавку. В 30-х годах здесь находились главные склады пивного завода Илгуцемс, затем пивной бар, и в 96-м здание было реконструировано. Здесь многие проводят свадебные церемонии. Вот даже такой необычный свадебный автомобиль на стоянке стоит. Юрмальский культурный центр, в его помещениях есть возможность посетить разные мероприятия, концерты, там, танцевальные постановки, художественные выставки. И рядом находится сад Горна, первый застроенный земельный участок на улице Йомас. В 1870 году первый арендатор этого земельного участка, Альберт Горн, построил гостиницу и оборудовал сад. И до конца 19 века здесь был построен ресторан, кинематограф и концертный сад под открытым небом на 2000 слушателей, и в котором давали концерты известные симфонические оркестры. В 1896 здесь прошел первый киносеанс в Юрмале, а в 1905 году первый концерт латышской симфонической музыки. В 1913 году, к сожалению, сад Горна сгорел со всеми его зданиями. Но в 1970-м был построен кинотеатр Юрмала, нынешний Юрмальский культурный центр. Скажу вам по секрету, что в Юрмале живет очень много миллионеров, особенно как раз недалеко от этой улицы, и также здесь очень-очень много туристов. Каждый год со всех стран приезжают туристы, и поэтому очень часто можно услышать иностранную речь. Также очень много людей, которые хотят проявить себя в искусстве, в музыке. И часто на этой улице выступают и показывают свои картины.
Но есть и официальный театр картин, называется Inner Light. В художественной галерее можно осмотреть интересную, своеобразную выставку картин, которая создана в уникальной технике при особом освещении. Эти картины начинают сиять, и зрители вместо картин видят другой, ее скрытый вариант. Нам очень повезло, потому что нас пригласил известный художник и эксперт Всемирного фонда искусств, чтобы показать свою уникальную галерею и даже дать нам интервью. Но для этого мы засняли отдельное видео, ссылка которого находится в описании, а также здесь сверху или в конце этого видеоролика. Дальше по улице у нас уже находится кинотеатр Star Cinema и развлекательно-образовательный центр Корсо Бринуми. В детском центре можно увидеть множество занимательных и интересных экспонатов и представления с чудесами физики и химии. Нормально так зашли немножко вглубь домов, и что мы видим? Стоит бункер, самый натуральный. Юрмальский городской музей. Он расскажет посетителям о развитии курорта с конца 19 века вплоть до наших дней. Чуть не забыл сказать, вход бесплатный. Я проведу вам короткую экскурсию по Юрмальскому музею. Вот здесь мы видим мужской плавательный костюм, 20-е столетие, в материал хлопок. А это интерьер тоже тех времен. И удивительно, что там в полке есть газета, которая аж 1911 года. А здесь женский купальник 20 века. Сразу видно, что нормы того времени отличались от современных. А так выглядела железнодорожная станция Майри в 1913 году. Входной билет на концерт симфонической музыки. Да, не просто, наверное, было такой билетик в сумочке носить. Так выглядел Юрмальский курорт в конце Первой мировой войны. Может, мне сыграть этот инструмент? Вот так музыкальный центр тех времен. Посуда из гостиницы Кемери, 1935 год. Посмотрите на этой фотографии, как пляж набит людьми в 1960 году. А тут уже такой крутой отдых в 80-е годы. И большой кинотеатр в отдельной маленькой комнатке, которая называется «Помещение Райниса». Ой, ё-моё. А, это зеркало, все, это зеркала. Может быть, здесь надо 3D очки? Но это шутка. Возможно, в такой обстановке он писал свои произведения. На самом деле здесь есть описание этой комнаты, и кому интересно, можно нажать на паузу. Ну и вообще в этом коридоре на втором этаже находится галерея из картин. Картины на первый взгляд очень простые, но довольно-таки необычные. Это сейф, самый тяжелый предмет в Юрмальском музее, который сюда привезли в 2016 году. И здесь когда-то 100 лет хранились деньги и ценные бумаги. Еще одна необычная галерея с видом на улицу. Здесь также можно приобрести сувениры. Дом Вакера. С 1870 года здесь находилось поместье пекаря Штегера, которое деревенские жители использовали как рыночное место. Ну а в 1914 году на этом месте был построен трехэтажный каменный дом с магазином, гостиницей, рестораном и городским банком. А в 1930 году здесь находилась гостиница Майри. Здание является архитектурным памятником. Когда идешь по Юрмале, ощущение, что попал на 100 лет в прошлое. Но если не считать современные магазины и кафе. Латвийский бальзам и кухня Узбекистана. Наверное, это какой-то маскарад. Только в честь чего неизвестно. Ну вот и подтверждение, что ощущение прошлого, потому что на здании написано 1910 год. Площадь Юрмалы 100 километров, а пляж длиной 24 километра. Может быть, это лишняя информация, но в Юрмале установлены бесплатные туалеты. Отель Юрмала, в котором также находится спа-центр и все прилагающиеся услуги. Кафе и рестораны находятся вдоль всей улицы. Гостиница Вилла Йома. Первая часть здания гостиницы была построена в 1896 году как частный пансион. В советское время гостиница входила в состав дома отдыха Майри. Юрмальский глобус.
Он был установлен в начале 70-х годов. Он состоит из меди и вращается. Лесопарк Дзинтари, на котором находится смотровая башня 33,5 метра. Также в этом парке находятся игровые площадки для всех возрастов, дорожки для катания на роликовых коньках и пешеходные дорожки, скейт-парк, площадки для стритбола, кафе, парковки для автомобилей и также не можем упомянуть о аттракционах Тарзан, в которые включены 7 трасс с 74 препятствиями, самая высокая из которых находится на высоте 12 метров. В конце этого парка нужно повернуть налево, и мы попадаем на море, а вернее на Рижский залив, пляж, и насладиться чистым морским воздухом, на котором можно и позагорать, и покупаться. Окольцованная чайка модель MX240. Невероятно, на берегу моря заброшенное здание. Возможно, это гостиница или санаторий. На некоторых этажах стоят стеклопакеты. Их могли бы использовать. С другой стороны здания уже деревья вырастают прямо в окна. И если кто знает, то напишите в комментах, что привело к таким последствиям. Кстати, сюда заходить нельзя было. Но все ходят мимо, это, видимо, уже очень давно происходит. Да, сразу видно, что сезон начался. Каменная пристройка к пляжу, с которой можно смотреть на море. Концертный зал Дзинтари – один из важнейших культурных памятников в городе, который предлагает широкую программу культурных мероприятий. Рядом находится фонтан, вода которого бьет прямо из-под асфальта. И также очередной парк с тюльпанами. Гостиница Пегаса Пилс. Здание построено в начале 20 века, архитектор неизвестен. Но в советское время здесь был санаторий кардиологии. А это гостиница Европа, построенная в начале 20 века. Так как Юрмала является городом, вдохновлявшим величайших латышских поэтов, поэтому здесь находится дача Райниса и Аспазии. Они ее приобрели в 26-м, и сейчас здесь находится музей. Это здание прямо на берегу моря, бывшая купальня Эмилии Рацины. В советское время это была поликлиника. Какой же классный вид с окон, прямо на море. Современная гостиница на берегу моря и напротив старинное здание «Морской павильон», которое построено также в начале 20-го столетия. Раньше в павильоне находился ресторан и популярный танцевальный зал с вращающимся полом. Здание является характерным примером югенстиля. Ну а между двумя этими зданиями находится скульптура черепахи, которая символизирует долголетие. Кстати, в 85-м здесь снимали фильм «Двойной капкан». Также дом Беньяминов – это писательница, которая построила его в 1939-м. После войны почти 50 лет эта резиденция служила летним гостевым домом для военнослужащих. Здесь даже забор изготовлен по особому проекту архитектора Сергея Антонова и включен в список художественных памятников. Улица Юрас, в переводе «Улица морская», ближайшая к дюнам улица в Майере. Еще в середине 19 века в окрестностях улицы Юрас был труднопроходимый лес. Жилой дом построен в начале 20 века, и он примечателен тем, что на нем богатый набор декора резьбы по дереву. Здание является тоже архитектурным памятником. И еще один жилой дом, построенный в начале 20 века, и на главном фасаде можно видеть медальон с барельефом женского портрета. Первый санаторий в Юрмале, построенный в 1870 году, называется Маринбад. Этот санаторий стал популярен благодаря доктору Норштему, который лечил пациентов прогулками босиком по пляжу, купанием и физическим трудом. Но во время Второй мировой войны был разрушен почти весь комплекс здания. Дом поэтессы Аспазии, который находится в самом узком месте Юрмалы – Дуболты. Здесь она провела последние 10 лет жизни в период с 1933 по 1943. Само здание 1903 года, и сейчас это музей. Возле дома в честь нее поставлен памятник, через который можно услышать стихи. Ныряем вглубь, летим ли над верхами, кричим от боли или поем стихами. Нас и не слушают, и не читают,
мы золотой росою выпадаем. Станция Дублты. Но это не просто станция, это выставочный зал современного искусства, который был построен в 1977 году. Ну и на фоне этой станции мы заканчиваем наш большой проект насчет Юрмалы. Всем пока!